Привет! Меня зовут Лена. Сегодня я расскажу вам, как приготовить полезный торт без сахара, белой пшеничной муки и трансжиров. Этот торт для тех, кто любит шоколадный шоколад. Называется он Прага. Насыщенно шоколадные коржи наподобие брауни, шоколадный крем и все это с сочными абрикосовыми нотками. Этот торт также не содержит лактозы и глютена. Вот какие ингредиенты нам понадобятся. Абрикосовое пюре, финики, яйца, рисовая мука, кукурузная мука, льняная мука, какао, соль, сода, кешью, подсластитель, бананы, абрикосовый сок, сироп топинамбура и веточки розмарина, ПП-печенье, миндаль и фрукты для украшения. Друзья, если вы не знаете, где купить тот или иной ингредиент или чем его можно заменить, обязательно спросите меня в комментарии к этому видео. Я постараюсь вам помочь. Первым делом приготовим коржи. Выкладываем в блендер 300 грамм абрикосового пюре. У меня это варенье без сахара. В сезон это могут быть свежие абрикосы. Попробуйте свое пюре на вкус. Если оно кислое, то добавьте немного подсластителя. 300 грамм фиников очищаем от косточек и добавляем к пюре. И измельчаем в блендере до состояния пюре. В чаше у нас 3 яйца. К ним выкладываем фруктово-финиковое пюре. Смешиваем до однородности. Теперь добавим сюда все остальные ингредиенты. 80 грамм рисовой муки, 40 грамм кукурузной муки, 30 грамм льняной муки, 70 грамм какао, 2 грамма соли и 11 грамм соды. Вот такое густое тесто у нас получается. Выкладываем его в подготовленную форму диаметром 18 см. Разравниваем и отправляем корж выпекаться в заранее разогретую до 175 градусов духовку на 1 час. После выпекания корж остужаем, упаковываем в пищевую пленку и отправляем в холодильник примерно на 5 часов. Тем временем готовим шоколадный крем из кешью. 400 грамм кешью для крема нужно заранее замочить в холодной кипяченой воде примерно на 4 часа. Сливаем воду, перекладываем в чашу блендера. Измельчаем наши орешки в однородную массу. Добавляем к ней 140 грамм абрикосового пюре, 150 грамм фиников, очищенных от косточек, 100 грамм какао и 20 грамм интенсивного подсластителя. И все это измельчаем вот в такую шоколадно-ореховую пасту. Можете попробовать на сладость и при необходимости подсластить. Получившийся крем нужно переложить в кондитерские мешки, чтобы было удобнее его укладывать в торт. Крем полностью готов. Теперь подготовим пропитку. У меня здесь 60 грамм абрикосового сока. Добавлю к нему еще 60 грамм сиропа топинамбура и тщательно размешаю. Теперь можно заняться коржом. Из него мы сделаем 4 тонких коржика. Я расскажу вам, как это сделать с помощью острого ножа без каких-либо сложных приспособлений. Сначала я снимаю неровную верхушку. Большим ножом прохожусь по всей боковой части, намечая линию надреза. А затем начинаю прорезать корж все глубже и глубже. При этом важно держать нож горизонтально, не наклоняя. Все, шапка срезана. Теперь я намечаю 3 линии, разделяя таким образом корж на 4 равные части, а затем прорезаю. Все готово. Можно собирать торт. Подготовим форму. На подложку я кладу кольцо диаметром 18 см. Бока прокладываю ацетатной лентой. На дно выкладываю немного крема для того, чтобы торт хорошо зафиксировался и не скользил по подложке. Нижний корж и тщательно пропитываем. Эти коржи сами по себе достаточно сочные и очень насыщенно шоколадные, но они не очень сладкие, подсластителя мы в них не добавляли, только финики. Пропитка же здесь добавляет сладость, причем очень полезную, в виде сиропа топинамбура. На один корж уходит примерно 25-30 грамм пропитки. Дальше покрываем корж хорошим слоем крема. Разравниваем. Укладываем следующий корж и повторяем процедуру еще 2 раза. Последний корж, и его тоже не забываем пропитать.
Укрываем наш тортик пищевой пленкой и отправляем в холодильник еще как минимум на 5 часов. Теперь приготовим очень вкусный и очень простой шоколадный крем на покрытие торта. Нам понадобится 360 грамм бананов и 180 грамм фиников, очищенных от косточек, и 23 грамма какао. Все это измельчаем блендером в однородную массу и выкладываем эту массу в ковшик, желательно антипригарный. Отправляем на средний огонь, тщательно помешивая в процессе, чтобы наш крем равномерно загустел. Вот какой крем должен получиться. Показатель готовности – крем не падает с лопатки. Это важно для того, чтобы он хорошо держал форму на торте и никуда с него не сползал. Теперь дадим шоколадному крему немного остыть, прежде чем перекладывать его в кондитерский мешок. После того, как торт постоял в холодильнике около 5 часов, хорошо пропитался, можно его покрыть кремом и украсить. Снимаем кольцо и ацетатную ленту. Я слегка выравниваю край перед покрытием. И начинаем снизу по кругу наносить шоколадный крем, слой за слоем до самого верха. И оставшийся крем распределяем по верхушке. Выравниваем верхушку и бока. Снова верхушку и еще раз бока. Добиваемся ровной цилиндрической формы. После выравнивания нужно слегка протереть подложку салфеткой. Теперь я постараюсь красиво разместить украшения. Весь декор абсолютно ППшный. Мини-мандаринки, конфетки ПП картошка, рецепт которых уже есть на моем канале. Печенье полезное, про него тоже есть видео. Шоколад без сахара, миндаль и веточки розмарина. Получается ярко и празднично, еще и вкусно и полезно. Этот торт просто идеален для любителей шоколада. Спасибо за просмотр, ставьте лайк и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Пока!